Приветствую всех вас на моем канале. В этом видео я расскажу про ближайшее полнолуние, которое наступит уже 2 апреля. В начале апреля ночное небо станет свидетелем удивительного астрономического события, которое привлечет внимание любителей астрономии и просто романтиков по всему миру. С 1 на 2 апреля над горизонтом поднимется полная луна, и максимальная фаза этого явления произойдет в 5:11 по московскому времени или в 2:11 по Гринвичу. Астрономы фиксируют этот момент как точное время полнолуния. Однако для простых наблюдателей лунный диск будет выглядеть идеально круглым примерно 3 ночи подряд – 1, 2 и 3 апреля. Пользуясь возможностью, любители астрономии и просто любознательные люди смогут насладиться этим явлением практически в любой точке земного шара, если, конечно, погода будет благоприятной и небо не окажется затянутым облаками. Наблюдение за полнолунием всегда было важным событием, поскольку оно не только привлекает внимание к красоте ночного неба, но и связано с множеством культурных и исторических контекстов. Интересно, что полнолуние в апреле часто называют розовой луной. Это название звучит так, будто нас ожидает нечто волшебное, как небесная сахарная вата. Однако на самом деле оттенок луны остается привычным, серебристым или с легким золотистым отливом. Происхождение термина «pink moon» связано с традициями коренных народов Северной Америки. Эти народы связывали апрельское полнолуние с сезонными изменениями в природе, и в это время года расцветал шаловидный флокс – растение с нежными розовыми лепестками. Цветущие поля, наполненные этими растениями, создавали иллюзию розоватого свечения, и этот образ закрепился в названии. Иногда в определенных условиях наблюдатели могут заметить легкий розовый или пурпурный оттенок Луны. Это необычное явление происходит, когда в атмосфере присутствует много влаги, пыли или дыма, а также когда Луна находится низко над горизонтом. Свет Луны преломляется в атмосфере, и глаз видит необычные краски. Однако такие атмосферные эффекты являются скорее редкостью, чем правилом, и не всегда удается увидеть столь удивительное зрелище. Это полнолуние пройдет в знаке весов. Полнолуние в весах особенно сильно влияет на наши личные и партнерские отношения. Возможны споры, недопонимания и всплытие старых обид. Желание получить признание может быть особенно сильным, но попытки немедленно разложить все по полочкам могут привести к эскалации конфликта. Чувство несправедливости может быть особенно острым. Мы можем остро реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к себе или другим. В этот день эмоции усиливаются, а логика может отступить на второй план. Важно помнить, что чувства, которые вы испытываете, могут быть более интенсивными, чем обычно. Полнолуние требует много энергии, поэтому важно хорошо выспаться и избегать чрезмерных нагрузок. Полнолуние всегда было связано с множеством мифов и легенд. Люди верили, что в это время активизируются различные природные силы, а также происходят изменения в поведении животных и людей. Например, существует мнение, что в полнолуние люди становятся более эмоциональными и подвержены различным странным поступкам. Это время ассоциируется с различными ритуалами и обрядами, направленными на привлечение удачи и защиты. А на сегодня это все и помните. Таким образом, апрельское полнолуние – это не просто астрономическое явление, а событие, в которое вплетены культурные, исторические и религиозные нити. Наблюдение за Луной в этот период может стать не только эстетическим удовольствием, но и возможностью задуматься о глубинных связях между природой и человеческой культурой. Полнолуние всегда вдохновляло поэтов, художников и музыкантов, и, возможно, этот апрель не станет исключением. Предстоящие 3 ночи, когда Луна будет выглядеть особенно ярко и красиво, подарят множество возможностей для размышления и вдохновения.